Друзья, сегодня в студии у нас была Тереза Кокол, и она рассказала о том, как обстоят дела в Польше у поклонников творчества Димаша Кудайбергена. Я думаю, что будет интересно. Приятного просмотра! Здравствуйте, уважаемая Тереза! Как ваши дела? Здравствуйте, дорогие друзья из Петербурга. Dzień dobry, Доброе witam утро! Добро serdecznie. пожаловать! Dziękuję za zaproszenie mnie do Спасибо, что пригласили меня udziału w принять tym участие в spotkaniu, этой встрече, na którym opowiem Wam, kim dla mnie где я jest расскажу, Dimash кто для меня Kudaibergen Димаш Кудайберген i co oznacza dla и mnie, что для dla меня mnie значит быть bycie фанатом fanem этого tego блестящего genialnego артиста. artysty. Расскажите немного о себе, о вашей жизни. Как проходит ваш обычный день? Jeśli chodzi o moje Что życie касается моей prywatne, личной жизни, to od niedawna я jestem недавно na вышла на emeryturze, пенсию. a wcześniej pracowałam Раньше całe я всю свою zawodowe профессиональную życie жизнь jako работала nauczyciel учителем muzyki музыки oraz и prowadziłam руководила chóry большим dziecięcy детским chór. хором. E, Praca z dziećmi, z głosem dziecka to Работа с moja детьми, с wielka голосом pasja, to ребенка– это moja моя wielka большая miłość. страсть, Ja poświęcałam się temu моя большая naprawdę любовь. cała. I chciałam Я powiedzieć, действительно że посвятила себя też этому. całe moje zawodowe życie Всю свою szukałam профессиональную swoich жизнь podopiecznych, я takiego искала такого особенного, wyjątkowego, талантливого ребенка wymarzowanego среди своих dziecka. детей. No i wiele takich osób Я встречала spotkałam, много таких, pracowałam z nimi, работая с rozwijałam ними te możliwości и głosowe. развивала Było голосовые tak возможности. genialnego, Но я jak никогда не jakim встретила jest такого бриллианта, Dimash. как No, Димаш nigdy nie в своей spotkałam w профессиональной swoim жизни. zawodowym życiu. Także cieszę się, że teraz Я jestem рада, что świadkiem сейчас я takiego являюсь wyjątkowego свидетелем zjawiska w этого muzyce. уникального явления в To музыке. tyle. Вы очень популярны среди диерс, и я думаю, что многим будет интересно узнать, а как вы познакомились с творчеством Димаша? Bardzo dokładnie pamiętam Я очень хорошо помню dzień, тот w день, którym po raz pierwszy когда я впервые usłyszałam, услышала голос Димаша głos Dimasza и увидела zobaczyłam его go на w scenie. сцене. No, zaczynałam chyba tak jak Я начала, większość наверное, как fanów большинство artysty, поклонников od артиста с piosenki песней SOS. «СОС». Link do tego Мой брат wykonania прислал мне przysłał mi ссылку на mój это brat. представление. I pamiętam doskonale Я помню te эмоции, которые я emocje, испытала в то których время. doświadczyłam wtedy. Это To были były необычные niespotykane dla эмоции mnie для emocje. меня. Wspomnę tylko, że był to Я бы добавила, było что to это было wykonanie выступление z Singer Singera 2017 года. 2017. Naprawdę doświadczyłam emocji Я takich, действительно których испытала nigdy эмоции, nie которые doświadczyłam никогда не podczas słuchania испытывала, слушая muzyki. музыку. Ja nie mogłam powstrzymać łez, to było olbrzymie Я wzruszenie действительно не i могла po prostu остановить мои takie wielkie слезы. zdziwienie, że no, Это kto to была jest? To jest огромная jakiś, czy эмоция to и jakiś большой kosmita? Przecież сюрприз. to niemożliwe, żeby człowiek tak pięknie Кто это śpiewał. вообще? Это No, инопланетянин? także chcę powiedzieć, że od Человек tego не momentu может zaczęło петь się так moje красиво. takie no, wielkie właściwie zainteresowanie, С этого fascynacja момента начался мой большой Dimaszem. интерес и увлечение Ja Димашем. dokładnie od tego dnia, kiedy po raz Именно с того pierwszy go дня, wysłuchałam, когда я впервые его прослушала, rozpoczęłam, że tak powiem, я poszukiwania начала wszelkich искать всю informacji na информацию о temat Димаше Dimasza в w интернете. internecie. Таким образом, я Naprawdę довольно w twórczości быстро Dimasza. познакомилась с Dodam, że работой wszystko to Димаша. działo się w Добавлю, kwietniu что все это произошло в апреле 2017 roku po raz 2017 pierwszy. года. Тереза, скажите, а каким образом вы умудряетесь на всех концертах и в соцсетях Димаша Кудайбергена всегда быть в первых рядах? Jeśli chodzi o bycie aktywnym Теперь о том, чтобы быть internecie, активным в сети czy uczestniczenie и w участвовать в koncertach концертах artysty, артиста. to chciałabym powiedzieć, że no Если jest человек oczywiście очарован, człowiek конечно, он хочет zafascynowany, быть рядом, to oczywiście он chce хочет być слушать, он blisko, chce хочет słuchać, испытывать chce эмоции doświadczać tych вживую, emocji już na żywo, nie z а не из internetu. интернета. Stąd też chcę powiedzieć, że staram się Я naprawdę стараюсь za ходить на wszelką cenę концерты и no, слушаю jeździć na живые выступления koncerty, любой ценой. słuchać wykonań. Это Ogromną radość доставляет mi to мне большую sprawia. радость, заряжает Ładuję аккумуляторы. akumulatory.
Ja tam tańczę, śpiewam, Я krzyczę, танцую, no robię пою, wszystko po кричу. prostu Я просто делаю все spontanicznie. спонтанно, веду себя Człowiek się совершенно zachowuje właściwie по-другому. zupełnie inaczej. Nawet nie wiem, czy to Интересно, jest stosowne do подходит ли это wieku, który поведение mam, для моего ale возраста? sprawia mi to ogromną Но radość. это Bardzo делает się меня cieszę, по-настоящему mogę w счастливой. tym uczestniczyć. Уважаемая Тереза, очень было бы интересно узнать ваше мнение по поводу песни Your Love. No, piosenka aktualnie numer jeden Эта dla песня mnie. номер Miałam один для to меня прямо сейчас. szczęście, że wysłuchałam jej podczas Мне premierowego посчастливилось występu услышать w это во Pałacu время Kremla 8 премьеры в marca. Кремлевском дворце Bilet 8 kupiłam марта. tylko dlatego, że chciałam Я wysłuchać купила билет Dimasza. только для того, чтобы послушать Chcę Димаша. powiedzieć, że Даже на nie польском ma языке не хватает po слов, prostu wystarczających чтобы słów описать nawet we эмоции, własnym języku, żeby которые opisać, jakie приносит эта emocje песня. ta piosenka niesie z sobą, Какая jaka замечательная эта wspaniała jest to композиция, kompozycja, jak какая przepiękna, красивая, głęboka глубокая, melodyka, трогательная мелодия. wzruszająca. I chciałam powiedzieć, że popłakałam się w momencie, kiedy Dimasz upadł na Я kolana плакала, i te когда Димаш упал на колени. emocje, które jakby Эмоции, которые он przekazywał, передал, sięgnęły jakiegoś достигли zenitu. Ja зенита. popłakałam się Я была тронута до wzruszyłam do łez. глубины. Także chcę powiedzieć, że genialny tandem Блестящий Dimasz i тандем Igor Димаша Krutoń и Игоря Крутого stworzyli arcydzieło muzyki вновь создал wokalowej. шедевр Już вокальной teraz na музыки, pewno to przejdzie do historii, będziemy который się kiedyś, войдет в przyszłe историю, pokolenia о będą которой узнают uczyć się. будущее поколение. No, wzruszona, ogromnie Я wzruszona, была очень przepiękny тронута. utwór. Песня прекрасна. Тереза, скажите, а какая ваша реакция на новый саундтрек Димаша к фильму Creator the Past? No i ta piosenka też na mnie bardzo Эта duże песня wrażenie также wywarła. произвела на меня большое впечатление. No jeszcze nie było światowej premiery filmu, ale Еще не было мировой i премьеры zarówno фильма, twórcy tego filmu, jak i fani przekonani но и są o tym, że кинематографисты и będzie to фанаты wielki, уверены, wielki sukces artysty что это будет Диmasza большим Kudaibergena. успехом для On Димаша przecież śpiewał Кудайбергена. w ścieżce dźwiękowej do Он уже пел serialu в саундтреке к chińskiego, китайскому on сериалу, śpiewał w filmie пел в Jackie фильме Chana, Джеки Чана, teraz przychodzi теперь в włoski film итальянском фильме. i na pewno występ Dimasza, głos Dimasza przyniesie Безусловно, temu, участие temu Димаша, его голос принесут obrazowi этому образу popularność дополнительную dodatkową. популярность. No i spodziewam się, że po premierze Я ожидаю, что jej после премьеры popularność популярность wzrośnie. Димаша в этой части Европы, Dimasza również jakby w tej вероятно, części Europy возрастет. jeszcze wzrośnie. Każdej jakby podejmuje się, czegokolwiek podejmuje się Dimasz, Участие to Димаша в jest любом zawsze проекте jakby gwarancja всегда sukcesu является dla tego гарантией pomysłu. успеха. Także gratuluję tego Поздравляю с wspaniałego, этим удивительным достижением, osiągnięcia, no i и będę я буду czekała na ждать następne. следующего. A może А zaśpiewamy может, w Димаш polskim споет filmie? в каком-нибудь Marzenie польском moje było. фильме. Это моя мечта. Тереза, мы знаем, что польский фан-клуб очень популярный во всем мире. Можете немного рассказать о нем для тех, кто еще не видел вас на концертах? Какова численность вашего фан-клуба? Как можно в него вступить? No, z wielką radością przyjmuję Я taką очень рада informację, że слышать, jesteśmy что нас знают и узнают во всем мире. poznawani. Ja myślę, że Я думаю, każdy что каждый rozpoznaje фанат узнает эту уникальную, wyjątkowo красивую piękną футболку. koszulkę. To są nasze fan-klubowe Это наши koszulki. фан-клубные Mamy футболки. też inne gadżety. Ja chciałam У нас powiedzieć, также że есть wszystkie другие one гаджеты. są Все они autorstwa созданы naszej замечательной Моникой wspaniałej Moniki Василевской, Wasylewskiej, нашим naszego добрым dobrego духом ducha i człowieka o и человеком с artystycznej большой duszy. художественной Proszę душой. zobaczyć, takie plakietki mamy Пожалуйста, na смотрите, это każdy наши wyjazd, значки. zabieramy zawsze zapach, Мы всегда dużo берем miłych большое emocji, количество из dzieli них się. в каждой Mamy też поездке, takie чтобы поделиться с fan-klubowe другими фанатами. smyczki. No i chcę powiedzieć, mamy У też нас sławny также есть baner, знаменитый баннер, który который już уже jest chyba też узнаваем. rozpoznawalny. Tą wyjątkową grupą, Мы уникальная kreatywną grupą, творческая która группа, которая po немедленно prostu начинает w mig действовать, podejmuje если działania, кто-то jeśli подает tylko идею. ktoś coś podpowie, na przykład jakiś pomysł Группа людей poda, to присоединяется natychmiast немедленно, grupa osób дает włącza свои się, предложения, daje и swoje мы własne начинаем работать propozycje, над этим. zaczynamy nad tym pracować. У нас Chcę много powiedzieć, że mamy sporo достижений, osiągnięć. Zacznę może od но, tego, że возможно, я начну jesteśmy с nie tylko объяснения, fan-klubem, что мы ale не только również фан-клуб, organizacją но и społeczną. общественная Nasz организация. fan-klub został zarejestrowany jako Наш фан-клуб был stowarzyszenie. зарегистрирован как ассоциация. Głównym celem tego stowarzyszenia jest promocja Основная цель twórczości ассоциации Dimasza – Kudaibergena w продвижение Polsce, творчества ale Димаша również promocja Кудайбергена в kultury Польше, Kazachstanu. Dlatego а też также niezależnie продвижение od культуры współpracy z Казахстана. konsulatem Kazachstanu w Gdańsku
związku z ambasadą Именно Kazachstanu w поэтому мы Warszawie, наладили сотрудничество bierzemy с почетным udział w консульством Казахстана uroczystościach, в świętach Гданьске państwowych и Kazachstanu, посольством które odbywają się Казахстана na в terenie Варшаве. Polski. Jesteśmy w wydarzeniach kulturalnych, które Мы są принимаем też участие в odbywane na различных tej przestrzeni. государственных Tam pojawi się мероприятиях nasz fan-klub. Казахстана, I которые teraz chcę проходят в powiedzieć Польше. że mamy swoje osiągnięcia. Мы также Staramy się присутствуем на promować, казахских культурных próbujemy, мероприятиях, że tak powiem, организованных to в Польше. zainteresować Dimaszem polskie media. Udało nam się У dotrzeć нас do есть наши radia достижения. polskiego. Już Мы kilka стараемся programów продвигать w Димаша, radiu o чтобы Dimaszu заинтересовать Kudaibergenie. польские СМИ в этом. No, całkiem pierwszy wywiad w radiu to akurat Нам ja удалось udzieliłam, добраться było до to польского 18 радио. stycznia 2018 Информация о roku. Димаше Кудайбергене Opowiadałam o уже tym, że появилась на w радио radiu wtedy też po несколько raz раз. pierwszy zabrzmiały Я дала trzy свое piosenki первое Dimasza. интервью по радио A РДН, obecnie это было udało nam 18 się dzięki января naszej 2018 pracy года. Я говорила о Димаше, а затем jeden впервые z были programów сыграны 3 uciekł песни o Димаша. Dimaszu. Jeśli chodzi o Что ilość, касается количества mamy членов w нашего tej chwili фан-клуба, jest то в настоящее время 1200 их насчитывается członków уже naszego 1200 fan-klubu. человек. Na fanpage'u, który prowadzimy, Наш jest фан-пейдж bardzo следят dużo около osób, 9000 które человек. deklarują się jako, tam jest ponad 9000 osób, Мы które уникальный, креативный фан-клуб. Мы работаем в дружеской атмосфере. podoba im się, którzy Мы собираемся на stwierdzają, że концерты. podoba im się ta nasza Несмотря на то, что я сама являюсь членом этого фан-клуба, я подчеркну, что мы на самом деле уникальная группа. kreatywnym, bardzo Вот почему, возможно, нас знают в мире. w przyjaznej atmosferze. Ja będę miała dwa pytania. У меня будет два вопроса. Chciałabym Первый. usłyszeć Я ciekawą хотела бы historię услышать o интересную jakimś историю о некоторых самых najbardziej шокирующих szokującym событиях в wydarzeniu z жизни życia фан-клуба. fan-klubu. Jakiegokolwiek fan-klubu. Любого Może byliście фан-клуба. świadkami, może jakaś Может taka быть, вы historia стали gdzieś свидетелем jest, такой to ja уникальной chciałabym o истории. niej usłyszeć. Я хотела бы услышать о ней. Drugie moje pytanie to Мой jest, второй na ilu вопрос. koncertach Dimasza Kudaibergena Сколько byliście? концертов Димаша Bo Кудайбергена ja вы kojarzę посетили? was tylko z Я помню вас из Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга, а a раньше из wcześniej z Астаны. Tam was Я spotkałam. встретила вас Chciałabym там. usłyszeć, na ilu Я хотела koncertach бы byliście. услышать, сколько концертов вы посетили. Тереза, вы знаете, мне очень нравится ваш вопрос, потому что я считаю, что каждый фан-клуб делает неимоверный вклад в развитие творчества Димаша. И именно поэтому Димаш сам называет всех своих поклонников Dears. Но сегодня я хотел бы вспомнить про объединенный фан-клуб Sud American Alliance. Это альянс Dears из Латинской Америки и их видеообращение, которое они записали для Димаша. Можно сказать, с требованием, наконец, организовать концерт в одной из стран Латинской Америки. Что касается концертов, я вот сейчас вспоминаю точно, что вот я был в Москве в 2018 году, мы с Сашей были в Астане, я был еще в Минске. Единственное, что это был не концерт, это было открытие вторых европейских игр. Кроме этого, мы были в Санкт-Петербурге, конечно, и я могу сказать, что наверное, мы были на всех концертах, потому что даже если у нас вживую не получается на него приехать, мы всегда его смотрим в записи и всегда его смотрим вместе со всеми Dears, которые находятся на концерте, которые ведут прямые трансляции. И, кстати, на ваших трансляциях мы тоже были несколько раз, и поэтому хочется, конечно, сказать спасибо вам за то, что делаете прямые эфиры, и хочется сказать спасибо всем Dears, кто помогает людям, у которых нет возможности сходить на концерт, посмотреть само выступление. Конечно, не в самом лучшем качестве, но все равно я думаю, что для людей, которые могут таким образом присутствовать на концерте, это очень круто. Наконец, я хотела бы поблагодарить вас, попрощаться, пожелать, чтобы мы быстро вернулись в нормальный режим. И хотела фактически сделать вам подарок. Это наш Димаш шоколад, который дарим вам с любовью. От Димаш Кудайберген фан-клуб Поланд. Когда мы встретимся, я передам это лично. А сейчас делаю виртуально. Всего наилучшего. О, вот это вот отличный подарок, потому что у нас в студии есть один человек, который просто обожает шоколад. Тереза, спасибо вам большое. Будем очень рады снова увидеть вас на каком-либо из концертов. Желаем вам удачи и отличного настроения. До свидания.